Это был момент, когда Румыния подошла к краю. Людям буквально нечего было есть, они голодали. В обществе царил страх. Люди боялись разговаривать между собой. Самое ужасное заключалось в том, что они начали стрелять. И они стреляли, как на войне. Не верить пропаганде, даже собственной, это хорошо, когда речь идет о тоталитарных режимах. Румыния – единственная страна, чьи руководители были убиты, судимы и убиты. Невозможность наказать виновных в прошлых преступлениях показывает, что бывшая секуритате – это не феномен, это плесень. Плесень, которая появляется на стенах и поражает стены. В последнее десятилетие правления диктатора Чаушеску Румыния переживала тяжелый экономический кризис. Проводимая государством политика жесткой экономии довела 20-миллионное население страны до крайней степени бедности. Помимо удручающего материального положения, румыны десятилетиями подвергались тотальному контролю и репрессиям со стороны зловещей службы политической полиции Секуритате. В декабре 1989 года, перед революцией, никто и не подозревал, что Чаушеску будет свергнут. Благодаря ужасным репрессиям Секуритате и благодаря тому, что у Секуритате было более полумиллиона информаторов, в обществе царил страх. Люди боялись разговаривать между собой. Общество было парализовано всеобъемлющим страхом. Это был момент, когда Румыния подошла к краю. Людям буквально нечего было есть, они голодали. Систематически отключали электроэнергию, было очень холодно. Постоянно случались перебои с теплоснабжением. Это было совершенно невозможно терпеть. У нас не было теплой воды, не было электричества. Электричество отключали 2-3 раза в день. У нас не было даже базовых пищевых продуктов. Невозможно было найти молоко, хлеб выдавали порциями. Но самым плохим было то, что мы были унижены. Нас унижали и издевались над нами. К 1989 году все магазины были абсолютно пусты. Мы стояли в очереди за любой ерундой. Например, за туалетной бумагой. Многие часы подряд мы проводили в очередях, чтобы купить цыпленка или мясо. За любыми продуктами нужно было стоять долгие очереди. Чаушеску запрещал нам ездить на машине, когда выпадал первый снег. На протяжении 4 месяцев в году никто не ездил на личных автомобилях. И все это под предлогом того, что нужно было экономить бензин для того, чтобы выплатить внешний долг государству. Прилавки магазинов были пусты. Я вспоминаю отличный анекдот. Покупатель спрашивает в одном из магазинов: «У вас есть сыр?» А продавец ему отвечает: «Здесь у нас нет мяса. Попробуйте в другом магазине, где нет сыра». Все телевидение – это 2-часовая телевизионная программа, из которой 1 час занимало выступление Чаушеску. Таков был мир, в котором мы жили. Раньше у нас практически не было телевидения. Чтобы справиться с отсутствием информации, мы направляли самодельные антенны, установленные без разрешения, которые ловили сигналы из Венгрии и Югославии. Они также были коммунистическими странами, но гораздо менее жесткими, чем Румыния. Существовал только один телеканал и одна радиоволна. И это все принадлежало Коммунистической партии Румынии. Мы наблюдали за происходящим вокруг, как через замочную скважину. Мы тайком смотрели югославские и венгерские телеканалы. Благодаря им мы узнали о падении Берлинской стены и о всех революциях Восточной Европы. И это очень сильно повлияло и отозвалось в нас. Невозможно заглушить западные радиостанции в Румынии. Поэтому на протяжении 80-х единственный и самый доверенный исток информации в Румынии стали западные радиостанции «Свободная Европа» и «Голос Америки». И это оказывало огромное влияние на развитие общества и на развитие протестных отношений. Есть еще черта, культурная отличительная черта румын. Они не очень верят пропаганде. Не верить пропаганде, даже собственной, это хорошо, когда речь идет о тоталитарных режимах. Большинство революций начинаются в столицах. Но восстание румынских рабочих произошло там, где его ждали меньше всего. В отдаленной западной области страны, в регионе Банат, 300-тысячном городе Тимишоара. Специфика города и всего региона в целом оказали огромное влияние на события, произошедшие в декабре 1989
1989 года. Тимишоара – это многонациональный город. Это город, где очень много религиозных конфессий. Так было всегда. Это можно увидеть и сегодня. И это очень важно. Хорошие взаимоотношения между разными народными, этническими группами – это наш самый ценный капитал. Это подчеркивает специфику Тимишоары. Это открытый и по-настоящему европейский город. Может быть, это даже самый европейский город Европы. В регионе Банат всегда жили богатые люди, крестьяне, у которых всегда была своя земля, которые чувствовали коммунизм как тотальную несправедливость. В этом регионе традиционно проживают румыны, венгры, немцы, сербы, болгары, словенцы, ромы, евреи и русские старообрядцы. В Тимишоаре никогда не было межнациональной розни. В этой зоне Тимишоара у нас очень много всего намешано. Мой муж наполовину серб. Я говорю по-венгерски. Здесь всегда жило очень много немцев. Таким образом, это такое очень смешанное сообщество. То, что теперь мы привыкли называть мультикультурным обществом. У людей на руках были деньги, но не было продуктов. Купить за деньги было нечего. Дефицит. Но самым главным фактором в то время было то, что у нас не было свободы. Мы не могли путешествовать, не могли читать то, что хотим читать. И все, о чем бы мы ни говорили между собой, нужно было обсуждать шепотом. Естественная свобода, та, которая позволяет человеку делать то, что он считает нужным со своей жизнью, отсутствовала у нас полностью. Поэтому люди вышли на улицу. Восстание рабочих в Тимишоаре запустило цепочку событий, которые привели к стремительному краху диктатуры Чаушеску. Но к моменту начала восстания его режим казался незыблемым, а народ был полностью подавлен властью спецслужб, полиции и аппаратом Коммунистической партии Румынии. Всего одна неделя. Столько длилась революция в Тимишоаре. И каждый день был не похож на предыдущий. У нас было два больших врага. Первый – это режим, который был еще более бешеным, чем режим Путина сегодня. Мы знали, мы были уверены, что никто из окружения Чаушеску не совершит переворот. Я думаю, так же происходит и сейчас. В данный момент никто из окружения Путина никогда не рискнет его арестовать. А второй большой враг, который у нас был, это страх. Очень большой страх. Все в Тимишоаре сводилось к тому, что нам нужно было победить свой страх. Мы все были немного такой диссидентской ветвью, немного трусливые. Мы не были храбрыми. Но в момент, когда началась революция, она началась с момента всеобщего возмущения. Это было восстание, потому что люди требовали права, которых им не давали. Это было тем, что называется спонтанная народная революция. Революция, направленная против режима Чаушеску, который люди больше не могли терпеть. И который был, наверное, самым жестоким коммунистическим режимом. Самое ужасное заключалось в том, что они начали стрелять. И они стреляли, как на войне. Я клянусь, что они стреляли, как на войне. Они приехали на центральные улицы на танках. Были полицейские машины, из которых они стреляли по нам. Были тысячи солдат. И не просто один танк, а целые колонны танков. Точно так же, как это было при попытке взятия Киева. Второй день революции был самым кровавым. Больше всего смертей случилось именно в этот день. Более 100 человек было убито, 800 ранено, а тысячи людей были арестованы. Мы были испуганы, и, конечно, вначале мы начали убегать от них. Но, заметив, что ничего ужасного не происходит, мы начали приближаться к ним обратно. Это был невероятный психологический момент. И в тот момент, когда мы увидели, что они начали отступать, мы поняли, что они тоже нас боятся. Это показало, что у нас есть сила. Чаушеску говорил, что рабочий класс является первым батальоном коммунизма. Но он же сам и приказал армии стрелять в рабочих. Я благодарен Чаушеску, потому что благодаря ему армия перестала быть профессиональной. Один солдат выстрелил в меня из автомата Калашникова с расстояния в 5 метров. Он, наверное, пробыл в армии 2 или 3 месяца и никогда не стрелял до этого. Он не знал, как стрелять, и выстрелом ему вырвало автомат из рук.
Везде в воздухе звенело «Долой Чаушеску». Морально разбитые военные отступали. Отступление армии под давлением восставших рабочих невозможно передать словами. Я видел такое только один раз в своей жизни. Появился потенциал, оппозиционный потенциал очень большого процента населения страны. И все это произошло в момент, когда люди избавились от страха. Искра из Тимишоары дошла до Бухареста. И мы достоверно знаем из архивов, что диссиденты из Тимишоары утром 21 декабря приехали в Бухарест, чтобы саботировать речь Чаушеску. Все остальное – это уже история. Действительно, события в Бухаресте мгновенно стали историей, за которой наблюдал весь мир. Речь выступавшего в прямом эфире перед многотысячным митингом Чаушеску была прервана скандированием Тимишоара. Перенос революции в столицу был стремительным, необратимым и максимально драматичным. Жители Бухареста заняли центр города и на протяжении 7 недель не уходили оттуда. Движение было остановлено. Большие бульвары перекрыты. 7 недель город был полностью блокирован. Цель единственная была свержение Чаушеску. И, конечно, очень быстрое свержение коммунизма. Я знал с ранних лет, что это режим, не то что оккупации, что это тоталитарный режим, что это ненормальность. Мы никогда не принимали коммунизм как нормальность. Я был одним из лидеров этого феномена. Каждый вечер я произносил речи с балкона университета, адресованные 100-200 тысячам людей. И эти люди скандировали «Без коммунизма». Румыния является единственной страной, в которой армия стреляла по демонстрантам. Румыния – единственная страна, чьи руководители были убиты, судимы и убиты. Казнь Чаушеску была своеобразным ритуалом, в котором все зло коммунистического режима было заключено в одной единственной личности. Смерть Чаушеску разрешила все. Было ощущение, словно мы теперь не хотим больше ковырять прошлое, историю. Зло было принесено в жертву, было убито. Мы наблюдали казнь Чаушеску, потому что казнь – это правильное слово. Мы наблюдали ее по телевизору. Точно так же, как и все остальные, мы замерли перед экранами в шоковом состоянии. Кто до этого хоть раз видел такое? Мы не видели ничего подобного даже в художественных фильмах. Исторические процессы – это то, что происходит в реальном времени на улице. Это не как в академиях, и никто не ставит оценки, отметки, как в школе. Конфликт – это соотношение сил, в котором кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Когда случилась революция, а люди вышли на улицу против Чаушеску и коммунизма, мы были очень слабы. У нас не было программы, у нас не было лидеров, у нас не было структур. Сразу же после революции самым важным вопросом для нас был, кто стрелял. В принципе, мы знали, кто стрелял. Стреляла армия, стреляла секуритаты, стреляла полиция. И мы хотели, чтобы эти люди, которые совершили то, что они совершили в Тимишоаре, чтобы они были наказаны. Но в первые недели этого не произошло. В последующей неделе также ничего не произошло. Более того, тех, кто отдавал репрессивные приказы, мы увидели по телевидению в составе нового правительства. Вопрос состоит в том, кто победил в этой революции. Протестующие с улиц, среди которых находился и я, или те, кто находился напротив нас. Те, кто отдавали преступные приказы, убийственные приказы. Спустя 100 дней после революции Тимишоара вновь напомнила о себе и своей роли в произошедших событиях. Перед собравшейся в центре города многотысячной толпой был зачитан текст документа на многие годы вперед, предопределившего вектор развития всей страны. Один из пунктов Тимишоарской прокламации прямо заявлял требования победителей о проведении немедленной полномасштабной люстрации.
Я являлся президентом и руководителем ассоциации Тимишоары, которая представила этот документ – Тимишоарскую прокламацию. Я был одним из тех, кто вместе с остальными работал над составлением данного документа. Мы не изобретали ничего нового. Мы просто передавали смыслы, которые звучали в лозунгах на улицах. Мы их оформили в документ, вот и все. А именно, что означает «долой коммунизм», что означает «долой Чаушеску», что означает то, что кричали люди на улицах. Именно поэтому мы и предложили данный документ, который, между прочим, является документом и иллюстрацией, но не только. Что говорится в этом документе иллюстрации? Мы не требуем ничью голову, мы не просим никакого насилия, мы только требуем, чтобы в течение 10 лет бывшие члены партийной номенклатуры и офицеры секуритаты не могли участвовать в государственных выборах. Нам нужен был этот политический перерыв, мы выиграли революцию с этой идеей. Но не самое главное — победа идеи. Самое главное — ее запустить. В момент, когда ты запускаешь эту идею, это как большой камень, который потихоньку начинает катиться с горы. Идея иллюстрации, термин иллюстрация, появился прямо в момент революции. Это была абсолютно реалистичная идея, не экзальтированная. Никто не ставил себе целью просто истребить или удалить от власти почти 3 миллиона членов Компартии. Речь шла только о том, чтобы не допускать их снова на руководящие должности, не допустить тех людей, которые находились в руководстве страны, не допустить тех, кто продвигал очень жестокую идеологическую линию, о жестокости которой знает вся Европа. Тимишоарская прокламация была шоком, настоящим шоком. Она запрещала право на голос для тех, кто составлял верхушку коммунистической номенклатуры, и для тех, кто служил в секуритате. Небывалый успех прокламации Тимишоары состоял в том, что он делил Румынию на две части. Одна часть — это те, кто хотел продолжать этот коммунизм с человеческим лицом, и тех, кто осознавал, что Чаушеску и коммунизм — это криминальный режим. По мере того, как жизнь в стране стремительно менялась, стали приоткрываться масштабы влияния секуритаты на то, что происходило в последние десятилетия режима Чаушеску. Требование о проведении иллюстрации было основано на том, что сотни тысяч бывших сотрудников и агентов спецслужб должны были понести ответственность за совершенные ими преступления и надолго лишиться доступа к любым уровням власти. Их было много. Очень много. И они являлись важной политической массой. И мы ее совсем не знали. Мы не знали, кем были информаторы. Например, в своем окружении я примерно понимал, кто является информатором, а кто нет. Но для всех нас в первую очередь было важно их руководство, старшие офицеры секуритаты. Мы знали, что есть доносчики, что есть люди, которые сотрудничают формально или неформально с секуритатой, но у нас не было такого четкого представления, насколько разветвленная эта сеть. Проблема доносов и информаторов очень сложна, и она весьма тонкая. Это было болезненно, очень болезненно. Информаторов было много, невероятно большое количество. Многие были согласны стучать, многие были согласны получать за это деньги. Это была очень-очень большая сеть, которая нанесла огромный ущерб государству. Они втирались в доверие, проникали в семьи, устраивали провокации. Не каждый бы смог заниматься таким свинством. Они погубили большое количество людей. Это был чудовищный опыт. Это очень тяжелый вопрос, очень тяжелый, потому что мы до сих пор не знаем, какая часть населения страны была под контролем секуритата. Мы знаем, что Штази в ГДР контролировала каждого второго жителя Германии. Скорее всего, в Румынии было что-то приблизительно на таком же уровне. И это объясняет, почему люди до сих пор боятся высказываться публично. Иллюстрация была обязательно. Сразу после революции мы начали замечать, что сам процесс революции был скомпрометирован, что у нас на самом деле воруют революцию, а текст Тимишоарской прокламации был отредактирован. В тот момент мы отдавали себе отчет в том, что мы свергли дьявола, а в результате получили отца дьявола. Мы не хотели ни одного, ни второго. Мы хотели двигаться к Западу, мы хотели в Европу. Очень просто. Исходя из всех этих вместе взятых причин революции, стратегический ориентир Румынии — Европа.
В стране прошли первые после Второй мировой войны выборы, и их выиграли коммунисты. Почему? Потому что в провинции, во всей остальной стране, люди были напуганы. Они боялись. Их пугало то, что мы протестуем в Бухаресте. В провинции люди всегда боятся чего-либо. Они всегда более трусливые. А поскольку они боялись, они голосовали за коммунистов. Тимишоарская прокламация провалилась и в процессуальном, и в процедурном плане. Представители старой коммунистической номенклатуры не встретили никаких препятствий, чтобы участвовать в выборах и снова занимать руководящие должности. Социально-политическая жизнь Румынии вновь была переполнена бывшими активистами партии и секуритаты. То, что все они принадлежали коммунистической партии, на мой взгляд, не является самой большой проблемой. Плохо то, что во все структуры новой власти внедрились бывшие офицеры и информаторы секуритаты и попытались скрыть все свои преступления. Коммунисты остались, они никуда не делись, потому что у нас не было достаточно силы, чтобы их прогнать. Мы не были так организованы, как демонстранты, например, в Праге. Мы ушли с улиц и площадей, и коммунисты снова захватили власть. Это феномен революции в Румынии, который не похож на революции в Польше, в Чехословакии. Это не похоже на то, что было в Будапеште. Произошло что-то другое, что-то иное. Поэтому потом, впоследствии, нам пришлось все начинать заново, все выстраивать заново. Острое нежелание новых румынских руководителей быть разоблаченными агентами спецслужб вылилось в то, что сама тема люстрации в первое демократическое десятилетие была выведена из политического оборота. Бывшие коммунистические лидеры, которые очень быстро превратились или переоделись в защитников демократии, провозгласили, что это не очень демократично проводить люстрацию. Что характерно для Румынии, так это то, что идея люстрации исчезла практически сразу после революции. Идея иллюстрации не получила никакого развития. Но, к счастью, у нас осталась идея иллюстрации в отношении членов секуритаты и их людей, которые сотрудничали с секретной полицией. 10 лет после революции, вплоть до 1999 года, бывшие политические заключенные боролись за закон о рассекречивании архивов. И это очень важный момент. Это заняло 10 лет, пока нам удалось добраться до информаторов. Из власти были удалены генералы секуритаты. Но они сохранили и развили свою экономическую силу. Это одни из самых экономически сильных и влиятельных людей в Румынии до сих пор. Длительное давление на власть бывших политических заключенных и прогрессивных партий в парламенте привело к созданию новой и очень грозной организации – Национального совета по изучению архивов. Эта структура получила право создавать юридический барьер для участия во власти лиц, запятнавших себя в прошлом сотрудничеством со спецслужбами. Но по действующему закону это распространялось только на работников юстиции. Преследовать действующих политиков по-прежнему было запрещено. Но в 2004 году произошло нечто хорошее, а именно произошла реформа юстиции. Специальные законы накладывали ограничения для действующих судей в связи с их возможной связью с секуритаты. Парадокс и аномалия данной ситуации заключается в том, что политики не подвергаются люстрации. Они могут совершенно спокойно выставлять свою кандидатуру на выборах, даже в том случае, если доказана их бывшая связь со спецслужбами. Согласно действующему закону, политик не является госслужащим. К ним не применяется люстрация. Каждый гражданин Румынии может запросить в архиве и изучить дело, которое вели против него спецслужбы. В распоряжении Национального совета по изучению архивов секуритаты находится более 20 километров полок с документами. И практически за каждым делом скрываются поломанные человеческие судьбы. В архивах можно запросить свое дело. Дело, которое содержит материалы о тебе. И я это сделал. Я запросил свое дело. И, получив его, я узнал, что мой лучший друг является главным информатором обо мне секуритаты. Это был мой самый лучший друг и мой одногруппник в университете. Осознание этого явилось шоком. Мы были очень близки. Наши жены знали друг друга. Наши дети знали друг друга. Что мне кажется самым интересным во всей этой истории, так это то, что он утверждает, что он сам вызвался доносить на меня для того, чтобы якобы меня защитить, донести до спецслужб
что я совсем не радикальный и не опасный, что я умеренный. Так он это объясняет. Я думаю, что он врет, но передаю вам то, как он это объясняет. Я пригласил его на публичные дебаты после этого разоблачения. Это было совершенно уникальное событие в истории румынского телевидения. Это был абсолютный шок. Я был шокирован. Я несколько дней не мог прийти в себя. За годы работы архива общественности были предъявлены тысячи дел, многие из которых стали по-настоящему сенсационными. Сенсационность в разоблачении какой-то известной личности очень важна. Она позволяет удержать общественное внимание, общественный интерес к этой проблеме. Я должна вам сказать, что высокопоставленные стукачи, и мне жаль, что я должна использовать этот термин, не очень-то смущаются тем фактом, что мы их разоблачаем. Судебные процессы могут длиться несколько лет, а результаты решения суда обычно публикуются в открытых источниках с обязательным описанием их прошлых деяний. Вы должны понимать, что эти люди не отступают так легко. Они очень сильно держатся за свою власть. Лично я считаю, что те, кто были в прошлом информаторами, должны выступить публично, сами, по своей воле, и признаться, что да, я был информатором. А после того, как они сделают это признание, они должны считаться прощенными. В тот момент, когда ты подписался быть информатором Секуритате, больше не нужны никакие другие доказательства, что ты был информатором. Этого совершенно достаточно, чтобы ты не мог занимать никакие публичные руководящие должности. Лично мне не нужны никакие другие доказательства и разговор. Подписал — все. Значит, твоя причастность доказана. Вот бумага. Это и является доказательством, что ты информатор. А если ты информатор, то вон отсюда. На мой взгляд, таким должен быть и закон. Четким и простым. Все годы своего существования наша организация испытывает сильное давление действующих властей. Но в первую очередь это давление мы испытываем в зале суда. Бывших сотрудников спецслужб защищают самые дорогие адвокаты. Они сотрудничают с самыми респектабельными адвокатскими конторами. Представьте себе, что в штате нашей организации всего около 10 человек-юристов. Раньше вообще было 5. А в суде ты встречаешь целую армию адвокатов, которые гораздо более высокооплачиваемые, которые очень агрессивны. Это можно сравнить с битвой Давида и Голиафа. И в конце концов, все всегда зависит от судьи, зависит от того, насколько он интеллигентен, насколько он добропорядочен. Но хочу вам сказать, что мы выигрываем 90% дел. И все это благодаря тому, что те доказательства, которые мы передаем в суд, очень четкие. Секретным службам не место в политике. Невозможность наказать виновных в прошлых преступлениях показывает, что бывшая Секуритате – это не феномен, это плесень. Плесень, которая появляется на стенах и поражает стены. Пример Румынии в борьбе с тоталитарным прошлым крайне актуален и сегодня. Рано или поздно последним автократиям Европы, России и Белоруссии неминуемо придется столкнуться с похожими проблемами. И румынский опыт применения института люстрации может стать очень полезен. Я не могу сказать, что Румыния добилась чего-либо в вопросе люстрации. Скорее можно говорить о том, что этот процесс провалился. Но при этом удалось сделать какие-то вещи, которые позволили этой теме сохранить свою актуальность на протяжении 3 последних десятилетий после революции. Когда мы говорим о причинах, почему процесс люстрации провалился, можно указать в первую очередь то, что после революции власть снова оказалась в руках второго эшелона коммунистов. Эволюция Румынии на протяжении последних 30 лет отличается от эволюции других стран. Я имею в виду бывшие коммунистические страны. И разница в первую очередь заключается в том, что в Румынии Чаушеску приказал армии стрелять в протестующих. Во всей Восточной Европе не было ни одной жертвы. Никто не был убит. Ни один человек не умер. Только в Румынии. Это поменяло ситуацию. Поменяло все. Поменяло эволюцию перехода к демократии. Не существует случаев, когда кому-либо препятствовали быть кандидатом на выборах по причине закона о люстрации. Каждый раз, как на поверхность всплывает какое-то огромное коррупционное дело, там обязательно будут бывшие спецслужбы и структуры бывшей коммунистической партии Румынии. Используя демократические законы,
все бывшие сотрудники Секуритаты могли оспаривать в юстиции решение по этому закону. Так что был я, не был я доносил, я не доносил, я сделал зло, я не сделал зло, и все превратит в бессмысленную и бесконечную дискуссию, бесконечный спор. А это их главная цель – превратить все эти важные вопросы в бесконечные споры, где в конце концов не знают, где ложь и где правда. Дискуссия – это плохо, когда идет о фундаментальных вещах. Многие бывшие агенты Секуритаты, активисты старого режима, действуют и сегодня. С этой точки зрения люстрация в Румынии провалилась. У Румынии не получилось. Но если вы спросите меня, почему не получилось, почему эта цель не была достигнута, ведь в Румынии все-таки тяжело, но установилась демократия. Эти люди смогли подчинить себе экономику страны. Эти люди из Секуритаты и коммунистической партии стали влиятельными бизнесменами. Они руководят политической жизнью страны и в настоящее время. Если говорить о реакции общества, то, например, на данный момент более 5 миллионов румын выехали из страны. Румыния – это страна с самой большой эмиграцией после Сирии. Но в Сирии идет гражданская война, а эмиграция из Румынии происходит в мирное время. Люди недовольны ситуацией в стране и уезжают. Вместо того, чтобы менять здесь ситуацию, чтобы строить здесь демократию, чтобы укреплять государственные институции, берут чемодан, детей и уезжают в Испанию. Моральная сторона вопроса люстрации – это продолжающийся конфликт. Конфликт на улице. Это противостояние между разными силами. Это не просто какой-то академический разговор. Это совершенно конкретный конфликт в нашем обществе. Тимишоарская прокламация никогда не стала государственным законом, но идеи прокламации проникли в менталитет людей. В отличие от многих, я считаю, что в конце концов мы являемся теми, кто выиграл. Почитайте прокламацию, которая была переведена на основные языки всего мира. Вы увидите в ее тексте, как какое-то наваждение очень часто звучит слово «Европа». В конце концов, мы пришли туда, куда и хотели прийти. Этот процесс мог быть намного быстрее, радикальнее. Может быть, не было бы так много потеряно, если бы Тимишоарская прокламация стала законом. Но и то, чего мы добились, мне кажется невероятным.